Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем животики. И сегодня я хочу поделиться с вами самым простым и, наверное, моим самым любимым способом приготовления бисквита. Готовить бисквит по такому рецепту очень быстро и просто. Сколько раз я не готовила бисквит по этому рецепту, он получается у меня всегда. И сегодня с удовольствием хочу поделиться этим рецептом с вами. Для приготовления нам понадобится минимум ингредиентов. 1 стакан муки, 1 стакан сахара и 5 куриных яиц. Если яйца у вас очень маленькие, то берем 6 куриных яичек. Первым делом нам необходимо отделить белки от желтков. Делаем это аккуратно, чтобы ни в коем случае желток не попал в белок. Белки я отделила от желтков, и теперь нам необходимо по отдельности взбить белки и желтки. Взбивать мы будем с сахаром. На белки нам необходимо чуть больше половины стакана сахара, остальной сахар пойдет у нас на желтки. Начинаю взбивать белки на маленькой скорости без сахара, затем будем постепенно добавлять сахар. Также хочу обратить внимание на то, что белки должны быть Белки я взбила немного без сахара, и теперь частями добавляю сахар. Часть добавила, взбиваю. Добавляю еще сахар. И вот такое количество, чуть меньше, чем полстакана сахара, оставляю на желтки. Продолжаю взбивать белки. Вот и все, белки готовы. Посмотрите, какие вот густые-густые получаются у нас белки, как прекрасно они держат форму. Вот такие вот они должны быть. Взбивать элементарно просто, если соблюдать несколько правил. Первое. Белки должны быть холодными, обязательно взбиваем в сухой посудине, ни в коем случае посудина не должна быть мокрой. Также хочу обратить внимание на то, что в первую очередь необходимо взбить белки без сахара, затем с добавлением сахара. Взбиваю максимум 5 минут, не больше. Здесь важное правило, белки также необходимо не перебить. Как только вы увидели вот такую консистенцию белков, этого достаточно, на этом нужно остановиться. Приступаем к желткам по тому же принципу. Желтки взбиваю сначала без сахара. Частями добавляем сахар и продолжаем взбивать. Высыпаю оставшийся сахар и продолжаю взбивать. Желтки готовы. Вот такие вот должны они получиться. Теперь нам необходимо соединить белки с желтками. Делаем это аккуратненько. Можно силиконовой лопаточкой, деревянной, чем вам это удобно. И аккуратными движениями перемешиваем белки с желтками. Вот таким вот образом, сверху вниз, снизу вверх. Вот такими вот аккуратными, плавными движениями. Как только мы хорошенько вымешали белки с желтками, добавляем постепенно муку. Муку необходимо просеять. Часть добавили муки, вымешали. Часть добавили, вымешали. Аккуратными, плавными движениями. Добавляю последнюю муку и
вымешиваю. Тесто должно быть однородным, воздушным, без комочков. Вот и все, бисквитное тесто готово. Вот такое вот оно должно получиться. Берем форму, где будем выпекать бисквит. И форму я смазываю хорошенько сливочным маслом. Можно смазать небольшим количеством растительного масла на ваше усмотрение. И перекладываем тесто, смазанную маслом, форму. Равномерно распределяем тесто по форме. Отправляем бисквит выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов минут на 40-45. Прошло 45 минут и думаю, что мой бисквит уже готов. Готовность бисквита мы проверяем спичкой или зубочисткой. Если зубочистка сухая, значит бисквит готов. Даем время бисквиту остыть и затем можно вынимать из формы. Бисквит остыл, теперь можем смело вынимать его из формы. Вот такой вот простой, но очень надежный рецепт приготовления бисквита. Бисквит по такому рецепту получается у меня всегда. Друзья, если вы ищете хороший рецепт приготовления бисквита, обязательно попробуйте приготовить таким способом. Я очень надеюсь, что вам понравится. Я желаю вам всего хорошего, приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. До скорых встреч!